Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Андрей Баумейстер на связи прямо сейчас. Андрей Олегович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Андрей Олегович, начать наш разговор я предлагаю с изменившегося мирового порядка, как, ну вот прям темы. Я помню, несколько лет назад это все как бы вот было оповито тайной, супили брови разные эксперты и говорили, вот нас ждет там нечто в мире будет происходить. Вот у нас будет там какие-то мировые потрясения. А они, такое ощущение, взяли и настали. И то, что условно казалось выдумками, размышлениями, буквально там совсем недавно, сегодня с этим сталкивается мир. Конечно, события на Ближнем Востоке – это вот прям яркий проявитель всего того, что зрело и достаточно долго. Трамп, который выходит и говорит, напали бы по Израилю, а вот мы напали первее, а мы не начинали, мы заканчиваем. Кажется, где-то в риторике отстал от 22 года, когда мы слушали Путина и поднимали эти все вещи на там, пропагандистские копья. Сейчас внутри Америки его критикуют. Европа раскололась. Хотя ее, конечно, основные страны душат, давят, нагибают в фарватер Трампа, и они, в принципе, гнутся и нагибаются, за исключением отдельных людей. Но глобально противостояние условных там монархий с там, глобалистов, с трамповцами оборачивается, и то, среди которых тоже много противоречий, оборачивается вот такими мировыми потрясениями. Бьют по Ирану, Иран бьет туда, куда достает, по базам, по соседним странам. И мы сталкиваемся с абсолютно новой реальностью, новой войной. Ее многие характеризовали как мировую. Вы согласны с этим утверждением? И это все как бы цепочка прослеживаемая. Или тут, Андрей Олегович, просто, ну, там, сумасбродность или какая-то, не знаю, роль личности в истории. Ну, вот такая личность, как Трамп, появилась, вот, собственно, с этим мы столкнулись. Нам очень трудно, нам очень трудно наблюдать в перспективе, потому что наше сознание немножко по-другому устроено. Если бы мы попали в 13-й год, 1913, мы бы видели очень много возможностей или каких-то намеков на слом ситуации. Но этих моментов было множество. И Балканская война 13 года, и постоянные угрозы, вводы, выводы каких-то депеш и так далее. Мы с вами сегодня, когда анализируем события, должны понимать две вещи. То, что происходит сейчас, может стать переломным моментом и начать вот этот принцип домино. А может быть просто еще одной истерикой кратковременной, которую мы переживали также в последние десятилетия. Очень трудно анализировать, потому что, безусловно, ситуация заряжена ну, большими такими трансформационными факторами. Вот что у нас, давайте тогда говорим, какие данности у нас есть и что мы можем анализировать. Вот вы говорите, например, отношения союзников. Когда мы наблюдали за выступлением Рубио в Конгрессе или высказыванием конгрессменов, например, демократов, я ловил себя на мысли, что Трамп готовит триумф возврата демократов к власти. У меня было ощущение, что даже у меня, который к демократам относится отрицательно, и к всем этим юсейдам, Дэй, к этим достаточно лицемерным, я бы даже сказал, как подлым образом мягкой силы, в кавычках, демократов. Но даже я, слыша их слова, вдруг проникаюсь к ним симпатией. Действительно, они говорят, это нарушение международного права. Это оправдать невозможно. Поэтому отметим, поставим такую первую галочку. Где-то Акела, возможно, промахнулся. И демократы получают шанс и на вот тех выборах, которые предстоят, и на президентских выборах. Второй момент – Европа.
Ну вот посмотрите, сегодня опять вот британская пресса пишет об обострении отношений со Стармером. Вот серьезно это рассматривать или нет? Это в контексте вашего вопроса. Можно прочитать заголовки «Особым отношениям Британии и США пришел конец» и рассуждать на эту тему, естественно, будет много просмотров, влияния такого и так далее. Или это просто очередная краткосрочная истерика, когда Стармер возьмет свои слова назад, или завтра все пойдет, как ни в чем не бывало. Или отношения Испании и Соединенных Штатов. Или отношения Германии. Ведь посмотрите, да, Мерц был, встречался с Трампом. О чем-то они там говорили, в том числе и об Украине. Но вот такая немецкая пресса, мейнстримная, резко отрицательно оценивает позиции Трампа. В одной из публикаций просто по пунктам они разобрали, противоречит ли акции США и Израиля международному праву. Да, противоречит. И имело ли право Израиль и Соединенные Штаты убивать духовного лидера? Нет, не имели. Потому что он не комбатант. Потому что он не является возглавляющим армию человеком. Это духовный лидер. И так далее и тому подобное. Или имеют ли силу аргументы Рубио и Трампа о том, что это превентивная мера и что это защита? Ответ. Нет, это неубедительные доводы. То есть на уровне дискурсов, давайте таким умным словом, никто, если говорить о мейнстримной прессе, не оправдывает действия Соединенных Штатов. Но возникает другой вопрос. Ну и что? А что от этого Трампу? Ну да, европейская пресса против. Даже многие европейские лидеры возмущены и против. А вот теперь давайте посмотрим на другом фланге. Вот я хочу завершить рассуждение другим флангом. Вот то, что вчера рассматривалось как союз против гегемонии Америки. Вот эти все БРИКСы, потом Россия, Китай, Иран, Индия. Что там происходит? Вот Китай ведет себя сдержанно. И китайские представители говорят, да, в принципе, Иран – это такой же торговый партнер для нас, как и Объединенные Арабские Эмираты или, например, Саудовская Аравия. Более того, они более предпочтительные партнеры. Мы ведем торговые отношения даже с Израилем, говорят китайские лидеры. И мы против атомной программы иранской. Да, конечно, это нехорошо, мы против операции Соединенных Штатов, но, тем не менее, Иран – это не та разменная монета, под которую Китай будет обострять отношения с Соединенными Штатами. Путин. Вот вчера опубликован ряд европейских газет под заголовком «Дилеммы Путина». С одной стороны, безусловно, Иран – это партнер. И здесь уместно было бы употреблять самый жесткий тон заявлений. По крайней мере, перед лицом погибших девочек и бомбардировки мирного населения. Путин мог бы на этом сыграть. Но он очень сдержан. Вы заметили? Очень сдержан. А вот какие-то блогеры, там или Z-блогеры, или какие-то политики нижнего звена могут себе позволить более острое высказывание. А Путин непонятно, вот очень размытое. То есть, с одной стороны, осуждение, безусловно, что мы критично мы относимся с осуждением, но с другой стороны, обвинения Трампа нет, потому что для Путина Трамп по-прежнему важный партнер, в том числе и в отношении переговоров с Украиной. Ну и, наконец, два российских танкера, которые повернулись по направлению к Индии. И, собственно, вчера еще Трамп надавил на Индию, и упали поставки российской нефти, а теперь вот, пожалуйста, развернулись тихо, без всяких официальных объявлений. Я описываю то, как хваленая антиамериканская группа, которая, казалось бы, должна использовать идеологически со стороны мягкой силы, со стороны символических каких-то заявлений, эту ситуацию, как вот смотрите, Америка проявляет свое лицо еще раз.
это агрессивная сила. Нужно объединяться против этой силы. Наоборот, каждый ведет себя так, как ему выгодно. Вот спросим себя, похоже ли это на мировую войну? Похоже ли это на то, что против Запада выступает какой-то могущественный блок стран и говорит, хватит, надоело, мы будем объединяться и идти на более радикальный мир? Нет. Это дает мне основание считать, что, во-первых, возможно, демократы получат большие шансы, что тоже не очень хорошо, потому что начнется та же лицемерная политика. С одной стороны, мы как бы войны не ведем, а с другой стороны, мы оказываем давление и на партнеров, и на оппонентов. Всеми возможными путями. Только на поверхности все будет благообразно. А вот эта антизападная лига на поверку оказывается какой-то беззубой. Может быть, это нам кажется, и мудрый Китай работает в долгую, и Путин достаточно опытный политик, который имеет какие-то другие стратегические планы, может. Это я передаю эстафету тем, кто хочет это оправдать. Для меня это несостоятельность антизападной риторики. Более того, страны региона Ближневосточного объединяются против Ирана. Вот эти несколько дней, казалось бы, какой-то успех Ирана. Иран показывает свою силу, а с другой стороны, эти страны вынуждены объединяться друг с другом, хотя у них разные экономические интересы, региона, я имею в виду, и пересматривать и свои отношения, и отношения, скажем, с Ираном. И получается, последняя фраза, Соединенные Штаты очень опасный партнер, действительно. Потому что, с одной стороны, в этом регионе американские базы и так далее. Но вот шаги Америки вредят ее партнерам, вредят экономически. И Соединенные Штаты, собственно, рассматривали все эти государства как партнерские. А сейчас вот я не знаю, что творится там вот в кулуарах и о чем говорят эти люди. Потому что они между двух огней попали. Значит, им тоже нужно искать какую-то, возможно, третью силу. Вот эта мечта, вот я читаю материалы, не знаю, в Иране нет бомбоубежищ и нет оповещений о ракетных ударах. А в Объединенных Арабских Эмиратах нет бомбоубежищ, например. И вообще страна оказалась не готова, эти страны, не страна, а страны, настолько райский уголок себе строили, что как будто они не находятся у пороховой бочки. Это где-то там Израиль воюет, это где-то там, не знаю, еще какие-то силы. А мы строим совершенно такой либеральный мир. Такой, вы знаете, шаховско-либеральный. И вот здесь мы видим, как, скажу так обтекаемо, как опасно дружить с большими зверями в лесу. То есть как бы этот зверь говорит, вот все, но то, что он делает, каким-то образом вредит тебе. Это говорит о том, что действительно мы переживаем сейчас кризис вот этих сильных игроков. Они токсичны. Причем независимо от цвета. То ли это Россия, то ли Соединенные Штаты, то ли это, не знаю, какая-то другая сила, Китай. Вот это видит мир. Я думаю, то, что мы сейчас видим. Андрей Олегович, Игроки заигрались. Вот. Игроки-то заигрались, но стратегически тут же тоже важен угол зрения, да? Если мы попробуем немножко абстрагироваться, да, от этой войны, хотя это невозможно сделать, она затронула каждого, все видят заправки, все видят, собственно, то есть дроны летят уже там, сегодня инцидент в Азербайджане, да, там прилетел дрон, и там опять Турция, вчера Турция, сегодня Азербайджан, там ракета летела, тут дрон попал, все в боевой готовности. Эти курды сначала вроде как все говорят, сейчас пошлют курдов подготовленных, потом говорят, да нет, это опровержение. Много очень, ударов под ложным флагом, да, под черным флагом, то есть кто бил?
Я бы сказал, мне как философу интереснее еще не только борьба под ложными флагами, но еще и борьба под ложными идеологиями. Потому что Иран объявляют опасностью. Я проследил высказывание Трампа с начала этого года, с января этого года, по Ирану. Вот такие страшные парни, вот они готовят страшные вещи. Они угрожают уже и американцам, и готовят ракеты, которые могут достигать и Соединенных Штатов, не только Европы. И получается вот это зло. А рядом в Сирии фактически игиловцы правят страной. Этих игиловцев принимают в Белом доме. Вот эти ребята, они уже давно проявили свое лицо. Но они хорошие ребята. Они, в принципе, мы с ними ведем отношения. А у Пакистана вообще ядерное оружие. А Пакистан не менее страшная сила, чем Иран. Ну, а в Пакистане как-то помалкивают. То, что у этой силы есть оружие, в принципе, это военизированный режим, мы как-то не замечаем. Вот флаги идеологические, это, я бы сказал, выступление под ложными идеологическими флагами. Называть одних добрыми, а других злыми и самостоятельно определять, на чьей стороне свет, правда и все самое прекрасное, ситуативно, это полное запутывание мозгов людей, которые хотят разобраться в ситуации. Все-таки в 70-х, 80-х было все понятно. Есть одна сила, есть другая сила, выбирай. Да, и та, и другая ведет себя не всегда благородно, но ты можешь предпочтить. Сейчас что? Что выбрать? Иран ужасен, а тогда что делают игиловцы в Сирии? Ну, или, например, те же героические курды, да, которые... Героические курды. Вчера это люди, которые... Почему я и начал как бы реагировать на ваши рассуждения. То же самое с курдами. Вчера курды какие-то банды неконтролируемые. Сегодня это воины света, которых мы посылаем с доброй ангельской миссией. Непонятно для чего. Потому что, скорее всего, это просто дестабилизация и попытка таких вот мелких порезов. Потому что курды как сила... Ну что, на территории Ирана, что они могут сделать? Или какие цели? И Трампа спрашивали, какие у вас цели? И они, по ходу, великая держава с главными аналитическими центрами, вот так на кончике стола вот эти цели быстренько им пишут. Вы хотите цели? Вот цели такие. Этих убить, а вот это подавить. А сегодня пишут, война может идти 100 дней, а может до сентября. Так вы же всех убили и подавили. Откуда эти планы? Действительно может закончиться завтра, а может не закончиться. А может вестись до конца года. А год только начался. И заявление Рюты о том, что это ослабит Россию в войне с Украиной, потому что Россия лишится помощи Ирана. То есть они ищут, вот эти вот люди, оправдание на самых таких очень спекулятивных вещах. Хотя реально мы видим, что косвенно, и об этом пишут, Путин больше в выигрыше от ситуации, чем Украина. Но нужно представить ситуацию так, что в России будет хуже, а Украине будет лучше от этой ситуации. Ну, об этом никто не говорит. Говорят, ну да, поставки будут меньше. Кстати, сейчас западная пресса об Украине чуть поменьше стала говорить. Ну, мы сейчас перейдем к Украине. Я просто хотел в контексте вот этих идеологий под ложным флагом посмотреть, ну вот, по делам. А что у нас по делам? Европа в ауте. Европа страдает. Вот вы говорите Путин, ну там Си Цзиньпин, Путин. Но вот интересный же эпизод. Я очень хочу, чтобы вы его прокомментировали. Значит, едет Сиярто, ну то есть скандал с дружбой. Зеленский закусывается, там через Европу они пытаются решить вот эту ветку нефтепровода, чтобы Венгрия и Словакия получали нефть. Фица говорит, все, ну он уже, это второй раз Фица говорит, что мы все, не даем электричество, мы вот так решили. Сиярто едет в Москву, говорит, я еду договариваться, видите, что происходит, а все видят, что происходит.
То есть скачки цен на нефть, на газ сжиженный, рынки, ну, колоссальные, улетают в космос, об этом говорят все. Говорят, елки-палки, как так? Ценники, заправки, поставки, все рушится. Армузский пролив, закрываются заводы в Катаре. Говорят, ну, через месяц, дай бог, если сейчас все закончится, через месяц только можем выйти на какую-то мощность. То есть рушится вот этот сектор, цены летят вверх. Выходит Путин, говорит, слушайте, там же Европа нам хочет отказать в покупке наших энергоресурсов. Так давайте мы откажемся сейчас. Вот давайте мы сейчас выходим из рынка Европы, потому что, опять-таки, нет, это не политика, ни в коем случае. Это нам выгодно. Надо брать, как бы, куй железо, пока горячо. Сейчас открываются страны, у них есть потребности, дефицит. Ну, это вот эти развернувшиеся танкеры, которых вы упомянули. Мы сейчас переключаемся на этот рынок и заработаем больше денег. Немцы судорожно постят вот эту... Они скрывают свои потери. Россия слаба как никогда. На коленях экономика. Понимаете? Так ясен ход. Абсолютно не политический Путин. А мы уходим из рынка Европы. Мы там, где мы за ценой идем. Наши энергоресурсы идут за ценой. Но Сиярто прилетает в Москву договариваться о старой цене. И ему говорят, хорошо. Хорошо съездил Сиярто. Ему дали даже 2 военнопленных отдали, которые украинские солдаты, ну, я так понимаю, с 2 паспортами, да, с украинским и с Венгрии, ну, видимо, с Закарпатья, там это популярно. МИД говорит, как так, срочно посла на ковер, что это такое? Да вот в смысле, что это такое? Вот такое, что в ВСУ хватают, гребут, загребают людей. Украина же не признает наличие другого паспорта, а паспорта Венгрии на Закарпатье – это прям обычное дело. Причем долгие годы, еще до больших войн. И мы, получается, имеется в виду, украинское государство, украинский, ну там режим называют, да, он как бы бьет по хвостам, он не успевает за всем происходящим. И главный, ключевой момент, вот эта энергетическая история, которая... Так а где тут политика? Политики нет. Не успевает, получается, Украина за политикой. Ну и за экономикой, понятное дело, не успевает, потому что экономики внутренней, там, суверенной, которая там на что рассчитывать, тоже нет. Все на подачках той же Европы, которую глобально обнуляют. Вот такая ситуация. Как вот вы ее прокомментируете с позиции... Внимание, очень неудобный вопрос, я знаю, там, что для многих это неудобный вопрос, с позиции ближайшей перспективы. Я просто вижу, что о Европе говорить трудно потому, что это слишком разбалансированная система разных, можно сказать, перспектив. Если мы говорим о идеологии, ценности прежде всего. То есть, например, брюссельская верхушка или брюссельская бюрократия пытается представлять это как борьба за принципы и ценности. А с другой стороны, внутри стран европейских совершенно другая политика. И если говорить о той же Германии, ну, я же не говорю об общем как бы тоне всех этих обсуждений. Такое ощущение, что, ну, в принципе, да, мир опасен, есть много угроз. Но каким-то образом все это рассосется. Так или иначе, у нас есть возможности для этого. И действительно, я скажу, может быть, такую вещь неприятную. У Европы всегда есть шанс, потому что мы живем до сих пор в ситуации, ну, серой зоны. Но все-таки мир остался колониальным. Мир остался колониальным. И все сложности, все вызовы, которые возникают, например, в европейских странах или в Соединенных Штатах, они так или иначе отчасти решаются усилением бремени на другие страны. Все-таки Европа – это оазис. У них еще большой запас возможностей на несколько десятилетий. Да, становится хуже. Да, ворчат люди, говорят, что 20-30 лет назад такого в Европе не было.
Добавьте к этому еще волны мигрантов, которые могут приехать из других стран. Вот я сейчас читаю о количестве беженцев из Ближнего Востока. Если война будет идти до сентября или хотя бы 100 дней, они увеличатся, их количество. И поэтому возникает вопрос, что вообще такое европейская политика? Кто субъекты европейской политики? Граждане? Люди, которые избирают власть? Или какие-то бюрократические или политические группировки? В самом этом вопросе, чтобы разобраться, нужно уйти в очень нудный и долгий разговор. Вот ваши вопросы, они такого плана моментального. Вот, а что, вот, а как это все делается? Ну, Европа – это такая сила, которая способна... Ну, давайте я вам пример приведу, чтобы было понятно. Вот приехали европейские лидеры в Киев 24 февраля. Картинка прекрасная. Все в таком или героические лица, или улыбающиеся лица и так далее. Но в результате Украина не получила ни даты вступления в ЕС, ни подтверждения получения транша даже того 90 миллиардного. Ну, конечно, на несколько лет растянутого. Получается, что они приехали ни с чем. Они торговали собою и улыбками, и словами. Потом было сказано, что нет, деньги будут, но еще меньше. То есть вначале обещали, вот давайте так промотаем, люди утомляются вспоминать в долгу. Вначале обещали громадные суммы с российских активов. Не получилось. Потом сказали 90 миллиардов, меньше, но все-таки вот эта сумма. Тоже пока не получается. Потом пообещали еще меньше, сказали, не думайте о дате вступления в ЕС. 1 января 27-го нереально, даже Мерц это сказал, уж не говоря о других европейских представителях. Вот это я описал то, что нужно знать о Европе. Чуть-чуть повеяло в другую сторону, Макрон надел маску решительности. Ведет переговоры уже там, чуть ли не с Тегераном, поддерживает испанского коллегу. Завтра Макрон поведет себя по-другому. Стармер. Сегодня он конфликтует с Трампом, завтра непонятно, как он себя поведет. В такой ситуации прогнозировать и определять, а что же такое немецкая политика, британская политика, или, например, ну не знаю, там, вообще европейская политика, очень сложно. Эта система таких шестеренок, их много. С одной стороны, мы здесь говорим о ценностях, с другой стороны, мы можем с кем угодно взаимодействовать. С третьей стороны, у нас еще реальная экономика и реальные отношения, которые полупрозрачны или непрозрачны. Которые можно назвать постколониальными или колониальными, как угодно. Кстати, ковид это показал. Сколько людей туда въезжает на какие-то работы. Как много работающих нелегально. Там, в Италии в больших модных домах. Или там, в той же Германии и так далее. Поэтому это очень трудно анализировать. Нужно это взять и досконально по деталям говорить. Понятно, что Путин ведет себя, ну, такой обольститель. Ведь что хочется вот от обычного человека? А Индию надо наказать. Вот она поддалась давлению Трампа. А теперь ей плохо, а мы скажем, вот Индия, тебе плохо, вот будешь знать, как... Нет, вот туда танкеры идут. Точно так же, как и с Фицо, точно так же, как и с другими европейскими. Путин дает понять, что как только европейские лидеры повернутся к нему лицом, и как вот там северные потоки подчинят, он готов. То есть он соблазнитель. Это игра. Вы упрямы, вы настаиваете, вы говорите, что это принципы. А я другой. Вам тяжело, я вам помогу. Мы даже Украине поможем. И мы даже хотим быть гарантами развития Украины. То есть вот в этих отношениях нужно видеть все эти нюансы. Где отчасти идеология, отчасти пропаганда, отчасти соблазнение, а отчасти реальная политика. То есть вы же хотели в начале 90-х строить либеральную систему, а либеральная система – это предпочтение партнеров, цен, рыночное мышление.
А вы, строя либеральную мировую систему, пришли к какой-то милитарной, нервной, ситуативной, разорванной системе, где вообще, мне так кажется, перестает функционировать некая, ну не знаю, большая система. Там, торговая, экономическая, идейная. То есть этой системы нет. И в этой системе я бы назвал это системой киевского, поскольку как все-таки Киев главная часть моей жизни, ну, не знаю, киевская канализация, киевских труб. Вот мировая система превратилась в систему киевских труб, особенно там подольских. Вроде вода идет, но в любой момент везде могут прорвать трубы и заливает часть улиц подольских. И тогда эта политика, нужно тут же вызывать команды, но команды часто новые трубы не кладут. А нужно все это залатывать. То есть это вот такая команда сантехников. Современные политики превращаются в таких сантехников. Мировая элита, если бы сейчас это было рыцарское средневековье и цеховое, я бы им сантехнические знаки вывешивал на геральдических вот этих вот всех вещах. То есть вот наша система постоянно лопающихся труб и снующих по миру или звонящих друг другу этих сантехников. В этом смысле Стармер сантехник, Мерц сантехник, так же, как и Мерц, извините, как Макрон и так далее. А Трамп это получается такой сантехнический бог. Прораб. Такой прораб над сантехниками. И тоже у него мышление тоже такое рваное. Фактически он взял и опрокинул стол с картами. Все, что там говорил на предвыборных кампаниях. Вот этот сонный Джо воевал, а мы будем вот это все мир. Вот смотрите, наша доктрина, вот декабрьская новая стратегическая безопасность. Вот все это вот так вот раз и отброшено. То есть главный прораб не основывается на каких-то больших обещаниях. Зато когда он перед нацией выступал 24 февраля, в то время как европейцы улыбались в Киеве, Трамп устроил цирк и говорил вещи, от которых мне было стыдно. Ну, то, что там хоккеисты, сразу все стали кричать USA и так далее. Но смешно было фраза, фактически это такое выступление клоунское. Ко мне обращаются наши лидеры компаний и говорят: остановитесь, у нас так много успехов, что нам трудно, мы не хотим. И он это говорит минуты 4, минуты 5. Я думаю, неужели ты... Ну, остановись, это же невозможно, это цирк. Я им говорю, дальше будет еще лучше. Мы самые богатые, мы самые могущественные. А в это время обрушивается оазис экономики, развитых технологий на Ближнем Востоке. Понимаете? И непонятно еще, что будет с этим регионом в ближайшие годы. Но это так. Это по поводу оценки политики. Вот то, что я могу пока... Вот это моя метафора. Это клуб сантехников и группа прорабов. Лопающиеся трубы и ситуативная власть. Где ни идеология, ни какие-то ценностные системы, ни документы, которые вы сами же написали и провозгласили, не играют никакой роли. А как тут анализировать? Как мы можем анализировать? Можем опираться на документ, высказывание, соотношение документа и высказывания, высказывания и действия. А во всех этих пунктах идут разрывы. Высказывания не соответствуют документам, а действия не соответствуют высказываниям. Вот Андрей Олегович, если это клуб сантехников, ЖЭК, назовем его так, мировой политики. Мировой ЖЭК. Вот миропорядок – это мировой ЖЭК. Да. По старым трубам. Если у кого-то трубы лопаются, их приходят латать, то, похоже, у Украины и у Зеленского трубы горят. В прямом и переносном смысле этого слова. Выходит Лавров. Это, кстати, очень так грамотно вы описали. Ну, вот политику Путина. Да? Вот вы там привели глагол «соблазнение». Ну, такой стиль политики. Ну, то есть, очень так мягко, очень так вот, без вот этого всего напыщенного трамповского, да, вот этого
Мгм. радости этой от успеха. Восстановитесь, сколько можно добиваться уже. Столько всего Нам так хорошего. хорошо, говорит, будет еще лучше, нам трудно, нам так хорошо, что нам очень Понимаете, трудно. это как вот перевернулся КАМАЗ с наличными долларами и привалило, и ты не можешь Да. пошевелиться. Ну, хорошо же, хорошо, А но... еще один КАМАЗ едет А, спокойно. а тут же еще один, ты вообще не вылезешь из этого, да? То есть, смотрите, как прекрасно. А, ну, так в этом же, наверное, и заключаются подходы политические, да? Вот где-то здесь игра на противоречиях, мягко, да вот тут вот Лавров сегодня выходит, ну, раз разошлось его заявление, очень же важное. Говорит, у него прямо задали вопрос ему. Ну вот, и это правда. Формат, вот ситуация вокруг Ирана показывает о том, что переговоры, ну, ничего не стоят. Ну, то есть, смотрите, были же раунды с Ираном, даже к чему-то пришли, потом там немножко отдалились, сблизились, отдалились, а потом по нападению и по тому, какое это нападение США и Израиля на Иран, было понятно, что оно запланировано там еще до позапрошлого раунда, ну, то есть заблаговременно, что переговоры – это ширма. Доверие к сторонам на переговоры с гулькин нос. Ну, то есть, эта ситуация показывает. Да. Зеленский вчера говорит, на паузе переговоры, потому что война в Иране. Лавров сегодня говорит, ему прямо спрашивают, так а что, бессмысленно переговоры вот вести, вот в этом формате с американцами, там же те же самые Кушнер и Витков. Лавров говорит, нет, почему бессмысленно? Мы не считаем, что это такая же история, как с Ираном, мы прям привержены. Правда, в том же эпизоде говорит, ну, с духом Анкориджа, да, похоже, испаряется. Какие перспективы у переговорного процесса, внимание, по Украине? Ситуации на карте мира отброшенной подальше, ситуации, когда вроде как обо всем договорились, групп сколько, подгрупп встретились, да, уже там 90% нам Кислица рассказывал совсем недавно, что технических вопросов, ну, типа, как все останавливать, решено, остался какой-то вот политический, ну, как-то политическая воля, избитое выражение, но вот нужно решить политический вопрос, и потом дальше уже как бы дорожные карты, все есть, то есть дело за малым. Но это как бы малое только одним пунктом на бумаге, а это, наверное, главное. Россия не отказывается от переговоров. Зеленский тоже не отказывается, говорит на том, что они на паузе. Но смысл говорить с Виткофом и Кушнером сейчас на фоне вот этой истории и последствий переговоров по Ирану? Вот это же и есть, это и есть теневая сторона политики. Мы знаем, что за этим карточным столом шулеры. Но у нас нет другой игры, где мы могли бы себя проявить. Мы все равно будем в нее играть. Да, переговоры часто ширма, но другого пути нет. И в этом отвратительность ситуации, когда, с одной стороны, вот те же Минские соглашения, которые потом оказались затяжкой времени, например. И я еще раз повторяю, что зря на Меркель навесили всех собак. Она просто тогда была настолько под огнем, что сказала, да вот зато Украине была передышка. Она совсем другое имела в виду. Но вот если возвращаться к Украине, ну, во-первых, видите, сам Зеленский в недоумении. И как бы он ни играл лицом, понятно, что не лучшее время сейчас. Но с другой стороны, понимая, что переговоры – это и ширма, оттягивание, игра сторон, нужно в нее играть. Так часто бывает. И вот это и есть часть современной политики. Ну, причем Зеленский продолжает употреблять слова по адресу Путина, которые переговорам не способствуют, ну, скажем так. Одновременно желая с ним увидеться и так далее. Вот я когда вот сейчас отвечаю на ваши вопросы, я ощущаю себя таким шахматистом, который, в принципе, разбирает партии, которые уже сыграны. Угу. Потому что об этих ситуациях уже все сказано.
разобраны все ходы, все противоречия. То есть мы знаем все ходы, все противоречия. Однако же нам все время нужно об этом говорить. О том, что с одной стороны это противоречие, ну не знаю, все время оскорблять оппонента, с другой стороны, желая с ним лично переговорить и решить какие-то вопросы. Это противоречие, например. Или отношение Соединенных Штатов к этим переговорам. Как он сказал, я нападаю то на одного, то на другого. Критикую то одного, то другого. А вот сейчас вот и так далее, бла-бла-бла. Вот получается политика Соединенных Штатов. То одного, то другого. То один виноват, то другой. Разочарован в одном, разочарован в другом. Зеленский, который с одной стороны оскорбляет Путина, а с другой стороны хочет его видеть. И Путин, который с одной стороны говорит об открытости к переговорам, с другой стороны экономика внутри России, скорее всего, готовится к еще более длительной войне. И относительно налогов, и относительно отношений с бизнесом и так далее и тому подобное. Но когда говорят, вот видите, он, значит, не хочет дипломатического решения, это тоже передергивание. Потому что в современной политике действует сразу параллельно несколько вещей. С одной стороны дипломатия, с другой стороны, если не дипломатия, тогда продолжение войны. И страны так или иначе должны готовиться. И Украина тоже это понимает. Только аналитики разных сторон, пропагандистские, идеологические, цепляются только за А, не говорят Б, например. Ну, я просто говорю, это шахматная партия сыграна, о чем здесь говорить? Переговоры зашли в тупик? Нет, они просто вяло будут тянуться дальше. Если партия сыграна, кто победил, Андрей Олегович? Это же как сыгранная. Это партия, которая никак не завершается. Вот мы играем и берем ходы назад. Это же не чемпионат мира по шахматам. А это вот люди сидят за столом. А можно пойти по-другому? Можно. Вот так. Давайте я переиграю сейчас. И когда я слышу об этом, естественно, я слежу за всеми этими нюансами. Но это воспринимается уже очень разрушительно. Это разрушительно. Потому что человеческая психика нацелена на какое-то все-таки решение задач. Вот тяжело, явно сложная ситуация, явно данные говорят о том, что нужно это решать. Она не решается. Так а в чем не решается? Ну вот давайте тогда как бы посмотрим на эту партию. Я вот вообще как бы вижу, если так посмотреть, опять-таки сверху сбоку, то вот это то, о чем мы с вами говорим, вот это, там разбор, отыгрыш назад, два состояния вызывает. Состояние номер один – это безысходность. То есть это не это бесконечная как бы история, и это все будет. И когда вот, помните, Зеленский говорил, на 3 года давайте рассчитывать планы, где-то так оно и есть, пока, в общем, кто-то не упадет, да, в ринге. А вариант второй – плюнуть уже и пойти вообще, как бы сойти с этих рельс, которые там где-то скрипят, где-то постукивают, но не прямые. Нет варианта схода с рельс. Вот, понимаете, вот и нет людей, которые концепт продумают. Вот опять мы с вами говорим об упадническом состоянии украинской элиты или ее вообще отсутствии, да, как таковой. Но это же элиты, интеллектуалы должны сформировать какую-то, скажем так, Зеленский модно, помните, было, употреблял это слово, адженда, да? Должны же какое-то видение должно как бы появиться для того, чтобы не было радикализма. В каком плане? Вот радикально взять и закончить. Вот я, например, жду, что на фоне этой безысходности рано или поздно должен выйти кто-то и сказать: все, хорош. Значит, я иду. А ты кто? А я политик. А какой у тебя гандикап? Вот там я там был тогда-то, тогда-то, тогда-то. Или вообще неважно, кем я был. Я там, например, солдат. Да? Я вот воевал. Я пользуюсь авторитетом. У меня за мной стоят вот такие-то интеллектуалы, не интеллектуалы. Такая-то примерно команда. Мы идем
мира добиваться. А все говорят, мира, это же поражение. Говорят, а все равно. Поражение, не поражение, капитуляция, не капитуляция. Называйте своими словами это как хотите. Я иду договариваться о мире. Пошел, договорился, принес мир. А он не устраивает. А плевать уже, устраивает или не устраивает. Будет вот так, как я добился. Но я добивался. Смотрите, я хотел лучше условий. Я ставил там выше, я ставил ниже. Но вот вышло вот так, как вышло. И все вы должны это принять. И вот такого человека, ну, по идее, надо поддержать, чтобы найти выход из этого тоннеля. Чтобы сойти с этих рельс. А этих людей нет. Вы же видите вот это вот информационное поле. Усик. О, Усик. Ничего себе. То есть Зеленского было мало. Да, вот украинскому народу. Опять честный, чистый, да, или там патриотический, непатриотический. Залужный. Смеются все с него над ним, как вот это он по-английски там чего-то говорит, 2 года будучи послом. Кто еще там? Буданова называют. Там, Порошенко-Тимошенко. То есть нет людей. Получается, что в отсутствии людей или вот таких волевых лидеров должна быть концепция, а ее никто не формирует, потому что это статья Уголовного кодекса. Ну, то есть вот в этой, если парадигме посмотреть, путь выхода из войны, да, то как можно разрешить вот эту головоломку? Вот эту, как бы, внутреннеполитическую, вот как бы я характеризовал. Ну, вы все верно описали. Она не решается. Она не решается, потому что нету людей, которые могут это сделать. Я продолжаю наблюдать в своих социальных сетях каждый день форумы. Вот этот костяк людей, который обеспечивает браваду, вот этот миф героизма, и они настолько влиятельны, они настолько шумные, что забивают всякие другие голоса. Большинство людей дезориентированы и запуганы. Потому что продолжается давление на все, на бизнес, на любого, кто что-то не так скажет и так далее. В этой ситуации с точки зрения новых субъектов надеяться не стоит. И здесь, к сожалению, уже возникает какой-то китайский вариант, древнекитайский, выжидание тогда. Вот люди садятся на берегу, у реки и ждут, когда вот все. А им больно, и они не могут это решить. А если говорить о тех элитах, которые при власти, в слабом значении элиты, то есть финансовые, политические, они не воспринимают страну как актив. Они воспринимают свое место и функцию, которую они сейчас исполняют, как актив. И рассматривают часто свое будущее как совершенно независимое с этой страны. У нас есть примеры. Вот возьмите Ющенко. Вот Ющенко. Это человек, который фактически, ну не знаю, похерил обещание евроинтеграции в 2005-2006 году. Который сделал героями террористов, героями Украины. Который виноват в том, что вот эта отравляющая идеология стала распространяться по политическим элитам. И стала проникать наверх. Из низа стала проникать наверх. И что теперь? Ну, теперь он респектабельный, в очках, в хороших пиджаках или в домашних свитерах человек, который всех поучает, как жить. Так можно? Можно. И я боюсь, что через какое-то время вот так же будет и Зеленский. Умудренный, с седой бородой, где-то между Лондоном и, не знаю, имением под Киевом, где он иногда будет туда приезжать, будет вспоминать вот эти все героические времена. Так можно, оказывается. Вот что мы можем, во-первых, если бы у нас было больше цифр, вот если бы мы предъявили цифры потерь, цифры реальной экономики, цифры потерянного будущего, вы понимаете, что это не заходит в умы этих нескольких миллионов человек, сгруппировавшихся вокруг токсической идеологии. Они непроницаемы. Говорит, страна потеряла будущее. Мы отстроим, все, мы получим, отлично. А у нас уже нет людей.
Нет, мы, смотрите, на фронте освободили сколько территорий, все не так плохо. Да и в конце концов мы найдем других людей. Мы в конце концов можем иностранцев нанимать. Вот Федоров с инициативой. А зачем? Мы можем уже нанимать. Когда это говорится, это значит своих уже практически нет. Что еще? Мы потеряли, возможно, 21 век. Возможно, навсегда. Ой, не говорите, как оно будет. А главное что? А главное группироваться вокруг пустышек, вот этих пустых обещаний, пустых фраз, героической ложных рассказов. И понимать, что ты настолько кровно с ними связан, что без них ты ничто. Ты уже заложник того бреда, который транслируешь. Он источник твоей власти, он твой символический капитал. Поэтому, Александр, кто выйдет? Это непроницаемое стекло. Можно аргументировать как угодно. Мир необходим. А если он пойдет дальше? Ну, простите, что, тогда вообще невозможна дипломатия? Ну, подождите, а если не пойдет? Да, во-первых, если не пойдет, во-вторых, ведь вокруг еще много партнеров, которые выступают гарантами. Вы же все время о гарантиях переговариваете. Это еще вот одно противоречие. С одной стороны, мы уже договорились с гарантиями Соединенными Штатами, мы уже приняли гарантии Европы, а может он пойдет дальше. И вот все вот эти танцы делают невозможным самые реальные простые вещи. Ну, о чем тут говорить? Ну, нет этих, а их и не было. Я считаю, что вот это ложное революционное представление о свободолюбии украинцев, оно тоже придумано. Какое свободолюбие? Вот его не было. Вот если мы на себя посмотрим, давайте посмотрим со стороны, вот так честно, потому что в одиночку группами кто-то прорвался, перешел эти красные линии или флажки, красные флажки, как в песне о волках. А по сути, это портрет человека покорного, терпящего любые унижения начальника, имеющего 3 реальности, привыкшего к двойной, тройной морали. И в советское время, и в постсоветское время. Который, в принципе, не так уж и привязан к ценности. Поверни ситуацию по-другому, вот я же говорил, поезда останавливали в Москву. Война идет, а поезда из Западной Украины едут на Москву. Силовым образом останавливали. И люди, рассуждающие о страшной Московии, вот этот бред, вот эту картинку, ближе к завершению разговора, это как бы человек с Галичины, вернувшийся, скажем, не в 22 году, где-то в 19-20 году или там в 17-м, вернувшийся там в родной городок или в родное село, размышляющий о страшной тиранической власти страшной Москвы, только что вернувшийся из России, заработавший там рубли, и купивший здесь машину или починивший себе сарай за эти деньги. И это все в одной голове может уживаться. Потому что опыт исторический, приспособления и адаптации зашкаливает. Поэтому вот ситуация. Это покорность, привычка прогибаться, терпение начальства, двоемыслие, отсутствие какого-то стержня, отсутствие желания заявить, вот этой жесткости, когда припирают к стене, обратное. Вы спросите, а как же два Майдана? Вот это вот как раз те мифы, которые были придуманы. Это были пространства, которые притягивали всех. Там и интеллектуалы, и боевики, и просто зеваки. Плюс еще бизнес это финансировал. Плюс еще мы знаем, что было в 2014 году теперь. Когда есть книги и исследования. Вот так выглядит все это. Поэтому какой выход? Но повторять единственное, вот как педагог с плохими учениками может. Или человек терпеливый, воспитанный с людьми, которые постоянно говорят, нет, нам, ребята, необходимее. Ну, сегодня разошлось, это, кстати, удивительно, потому что я со своей стороны, как исследователь, да,
медиапространства, информационного поля. Ну, потому что работа такая. Я вот удивился появлению. Обычная девочка в машинке, молодая, молоденькая, записала видео, да, и разлетелась по всем там большим таким там и телеграм-каналам, а она для ТикТок, да. И она Мгм. говорит, ребята, говорит, это какой-то, ну вот как мы живем, да, вот 4 года, говорит, я в войне в Украине живу, с новости вот эти там, ликвидировали того-то, как будто все в компьютерную игру играют. Да? А как мы живем, нет никому дела. Это же тяжело жить вот так. Мы как тараканы. То есть идеологически вроде как человек должен быть на первом месте, а у нас таракашки выбежали, побежали там по работам, добывают себе еду, да, вот эти. Если кто-то что-то кого-то прихлопнул, правда, аналогия с тараканами очень и очень как бы подходит. Прихлопнули кого-то, ну что, ну вот так. Или, например, там возмущается, написали в соцсетях, там, убила кого-то ракетой, да, все таки там, давайте запретим там заезжать, это она приводит аргументы, там, дизельным машинам в центр города, а тут ракета проносится, да, вот дура какая-нибудь, экология, да, какая экология? Напишешь в соцсети какой-то некролог, там убила ракетой кого-то или кто-то с фронта не вернулся, а все так пишут в комментариях с умным видом, ну шо ж, в смысле, ну шо ж? Ну, то Ну, есть, видите, даже принимают. Вот хорошо разлетелось это видео. Таких видео за последние 4 года было, ну, несколько сотен. Когда это как отдушина психологическая. Вот человек высказал и сказал. Часть из них потом извиняется. Их находят, и в том числе и вы показываете, как людей ломают. Это страна, которая позволяет себе унижать публично своих граждан. Просто за заявленную позицию. А в Европе говорят, что Украина воюет за свободу и за демократию. Закрывая на это глаза. Ну и что? Ну, вы выпустили пар. Что дальше? Все равно реальность не является частью нашего инфополя. Его постоянно героизируют. Это все, что вы говорите, объявляют героическим, стойкостью, героизмом наших граждан. И в Европе именно так и пишут. Не сомневайтесь. Особенно вот 23, 24, 25 февраля вал публикаций. Никто не пишет о том, о чем только что сказали вы. Что так больше жить нельзя. Что это нечеловеческий уровень. Да, об этом пишут, но всегда в контексте героизма и стойкости. Мы гордимся этими людьми. И когда это есть, вот этот фасад, можно закрывать глаза на то, что реально думает человек. Ну вот, ситуация нерешаема сейчас. Видите, Мерц сказал Трампу, никаких территориальных уступок. Немыслимое это дело. Вы посмотрите, это же какой прецедент будет? Тут ухлопали лидера страны и чуть ли не всю верхушку бомбовыми ударами. Ну ничего, это успех. А то, что с другой стороны в результате проигранной отчасти войны, как всегда бывает в войне, для компромисса нужно решать вопросы с территориями, это невозможно. Вот убить лидера страны и начать превентивную войну – это возможно. А вот здесь это начинается международное право, конституция, хочет ли народ. Ну, раз право международная конституция, тогда что дальше? Пусть тает страна, пусть она истончается и просто потом, ну, не знаю, что с ней происходит. Ну, все это понимают. Еще мы не понимаем, насколько сильно зависима от Украина от внешней помощи во всех сферах. Начиная от социальных выплат, заканчивая любыми проблемами. Ну и потом все это отстроить и воссоздать, ну, я себе не представляю. Вместо того, чтобы двигаться дальше, возможно, как-то подчинить. То есть было два выбора. Вот завершение, два выбора. Каким-то образом двигаться дальше медленно, так олигархически, непрозрачно, все больше как бы впадая в национализм и в эту героическую, отвратительную идеологию. Ну, какое-то медленное движение. Или все поставить на кон, обрушить, а теперь говорить о ремонте. Это же не процветание, это временный ремонт. Подбелят, чуть-чуть подкрасят разрушенную страну. А сигналы
для многих семей, для многих молодых людей будут ни в коем мере не иметь дела больше с мыслями вот жить, строить карьеры и так далее. Здесь, во Львове, в Днепре. Вот те, кто громче всех кричит, дело в том, что они стали частью вот этой машины, зарабатывающей на войне. Вот то, что я вижу с этих форумов. Это часть бизнеса, часть политактивистов, часть местной власти. Вот все эти люди, они, собственно, и получают все, что можно. Но большинство стран... Ощущение страны как держание. Вот вы говорите, почему никто не выйдет? Ощущение страны, как вот мы получили этот ресурс, мы им пользуемся. Что там, а люди думают, а вот сейчас, видите, как поставили вопрос на социальном вот этом, уже по-другому. А верите ли вы, что мир потом, бла-бла-бла, не пойдет дальше? Вот это? То есть можно даже вопросы в соцопросах поменять для того, чтобы корректировать линию партии. Ну, вот так все это происходит. Вот простите, у меня нет никаких рецептов. Мы уже давно прошли этот этап, когда мысль должна была быть практической. То есть умер, практически разум умер. Все, что происходит сейчас, вопреки. Вопреки реальности, вопреки разуму, вопреки практической пользе и вопреки здравому смыслу. Ваши вопросы все вращались в нашем разговоре вокруг. Кто вернет здравый смысл, кто вернет практический разум, кто вернет практическую пользу. Вот пока этих людей нет. Андрей Баумейстер был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо за приглашение. Конечно, есть что сказать по итогам нашего разговора, и можно было поставить очень жирную точку, и мне, если честно, очень хотелось бы это сделать, но я оставлю это право вам. Потому что, знаете, по-другому смотришь на историю. Например, вот эту историю гражданской войны, да, там революция, октябрь, ну вот начало прошлого века. Вот немножко по-другому. И немножко по-другому оцениваешь, да, вот исторические периоды. Оцените вы тоже. Я ни на какие параллели не наталкиваю, но никогда так не было, чтобы никак не было. Народ все-таки мудр. Народ примерно так и говорит в своих поговорках. Добра и света. Увидимся.